Привет всем! Сегодня я хотела бы сделать обзор на свой скетчбук. На самом деле это уже мой 8-й скетчбук. Обзор снимаю в первый раз. Ну, посмотрим, что получится. Это, кстати говоря, моя любимая модель скетчбука фирмы Малевич. Специально создана для маркеров с очень плотной бумагой, двухсторонней. Можно писать с обеих сторон, что не промокнет, не будет просвечивать. Вот эти милые наклейки я получила в Старбаксе, и мы с дочкой ими украсили мой скетчбук. Тут, кстати, вот такой еще милый котик. Мы с моей дочкой очень любим этот мультик Снупи, поэтому очень мило получилось. Так, ну давайте посмотрим. Начала я заполнять этот скетчбук еще в ноябре 2024 года. Получается, уже больше чем полгода я его в нем рисую. Это достаточно долго. Обычно я быстрее гораздо заполняю его. Вот, но в этом году вот так вот. Так, первая страница. Ну, как вы уже заметили, я в основном рисую японские домики, японские фасады домов, витрины магазинов, но не только. Так, это первая страница, ну, не самая лучшая, но мне, в принципе, не так уж и важно, чтобы первая картинка была самой красивой. Так, посмотрим, что дальше. Так. Ну, как видите, здесь разные картинки. Так, вот японские магазинчики. Где-то я стараюсь, чтобы иероглифы вышли похожими, где-то я просто имитирую иероглифы. Ну, далеко не всегда у меня получается сделать похоже, это достаточно сложно. Ну, кстати говоря, вот эта картинка была эксперимент для меня. Это один из случаев, когда я рисовала что-то кроме домов. Это винтажная кухня. Так, еще одна моя любимая тема — это маяки. А здесь редкий случай, когда я нарисовала старинную православную часовню. Ну, видно, я немного заскучала по дому, поэтому вот тема была такая очень необычная. Мне очень нравится, как получилось. Я даже подписала: часовня Вознесения Господня в Грузину. Так, что дальше? Так, кофейня. Тоже моя тема. Так, вот еще одно. Одна из моих любимых тем — это продавцы на рынках. Здесь яркий элемент, всегда зонтики. Мне очень нравятся зонтики яркие. Домики, 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 домики. Еще домики. Вот снова маяк. Сначала у меня совершенно не получался, но удалось что-то вытащить из этой картинки. Эту картинку я даже не опубликовала. Кажется, что она получилась совсем неудачной. Не все, что я рисую, я публикую, но большинство. Так, еще один эксперимент, еще один маяк. И тут я решила вместо обычного черного лайнера попробовать использовать красный.
Мне кажется, здесь очень тему пришлось, и мне очень нравится результат. Английский паб. Так, это тоже экспериментальная картинка. Как-то мне она не получилась. Я ее не публиковала. Я ее потом, кажется, даже перерисовывала. Так, это Кипр. Это вот очень одна из моих любимых картинок в этом скетчбуке. Мне почему-то очень нравится этот дом. Не знаю, он немного не похож на все, что я обычно рисую. Как у меня вот получается. Очень довольна этой картинкой. Одна из моих любимых теперь. Так, вот здесь тоже эксперимент с красным лайнером, но что-то он мне не понравился. И он не вышел в свет. Ну, так сейчас смотрю, вроде бы не так уж все и плохо. Может быть, зря я его забраковала. Так, а тут что-то неудачно было явно, брошено. Так, ага, вот я перерисовывала. И вот, кстати, тоже перерисовала предыдущую картинку. Кажется, вот эту. Да, здесь уже гораздо лучше получилось. Ошибки исправила. Так, лодочки рыбацкие тоже одна из моих любимых тем. Люблю их иногда рисовать, как и маяки. Так, уже к середине приближаемся. Видите, на каждую сторон по картинке ничто не просвечивает, как бы плотно и какими, сколько бы слоев маркеров не наносила, все на обратной стороне никаких просветов нет. Домики. Здесь еще одна картинка с изображением Кипра, которую я сама сфотографировала. Мне очень нравится, получилось очень живо и по-моему, мне удалось передать вот это яркое солнце. Довольна этой картинкой. Еще один давец мороженого. Это тоже еще один эксперимент с красным лайнером. Мне кажется, красный цвет здесь очень пришелся и делает картинку необычной. Подходим к концу, кажется, уже. Так, это последняя картинка, которую я нарисовала буквально на днях. Вот получается, с ноября по июнь я заполняла этот скетчбук. Достаточно долго для меня. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на меня в других соцсетях.
Буду рада. Пока-пока.